Здравствуйте, гости дорогие! Я рад вас приветствовать на канале Абориген 65. Абориген — это я, это мой ник на мастеровом. 65 — это код региона остров Сахалин. Объясняет, почему абориген. Если вы смотрели фестивали столярные в Сокольниках, участвовали или смотрели видео, там был такой импозантный молодой человек с длинными волосами в белой рубашке и серебряным черепом бизона на шее. Это вот был я. Ну, уже не такой молодой и с более короткими волосами, потому как женское население моей семьи посчитало, что как-то невежливо иметь волос длиннее, чем у них, поэтому пришлось постричься. Как бы в определенных кругах я считаюсь специалистом по японскому инструменту, поэтому основной упор будет сделан на японский инструмент, японские соединения. Какой инструмент у меня есть в наличии, я вам покажу сейчас. Японские соединения и всевозможные щоди и прочие кумико-зайку будет показано позднее. Но я не собираюсь зацикливаться только на японском инструменте и японских соединениях, потому что есть масса других интересных вещей, которыми я занимаюсь, которые нравятся лично мне. И я думаю, как минимум интересно будет посмотреть и остальным. Я очень люблю токарить, очень люблю делать волчки. У меня где-то, наверное, 12 типов волчков и несколько там, я не знаю, десятков видов каждого, потому что делать одинаковое просто скучно. Также люблю выпиливать, особенно 3D статуэтки всевозможные, различные фигурки на Новый год и прочее. Делаю мебель иногда, но достаточно редко, потому что в условиях Сахалина, так скажем, остров у нас по территории достаточно крупный, но по населению небольшой. И как бы все вкусненькие места уже давно заняты, еще с 90-х годов, ребятами, которые делают мебель здесь. В общем, я сейчас вам проведу маленькую экскурсию по моей зимней мастерской. Бывший зимний сад. Почему бывший, я объясню попозже. Есть еще одна мастерская, которая отапливается печкой. На улице я построил. Для более солидных работ с более солидными инструментами. В общем, смотрите, уважаемые гости. Надеюсь, будет интересно. У меня есть немного японского инструмента, поэтому я им пользуюсь постоянно уже многие годы, и поэтому могу про него рассказать. Ну, вот этим я пользуюсь постоянно. Я бы не стал настаивать, что это немного японского инструмента. Под словом «немного японского инструмента» я подразумеваю вот этот небольшой стендик со стамесками, шириной от 8 сантиметров до 1,5 миллиметров. Часть из них я использую, часть просто для того, чтобы показать людям. Вот небольшое количество пил, которыми я пользуюсь. Почему небольшое количество? Потому что их на самом деле намного больше. И если мы перейдем мимо вот этого шкафчика с сёдзи, то можно будет увидеть остальное. Частью из них я уже работал, частью из них я планирую поработать вместе с вами под запись. Они мне все нравятся. Конечно, здесь не полный комплект, но основные товарищи представлены. Здесь у меня некоторое количество топоров. Часть из них была выкопана на Сахалине и используется мною для колки и рубки дров. Часть была куплена на барахолках. Все они имеют отношение либо к лесозаготовке, либо к деревообработке. Но это не все топоры и тесаки. Вот здесь часть у меня еще не приведенная в боевую готовность. Без ручек, не заточенные, там тена, колуны. Вот ручку я себе хочу сделать для тена. Тоже, наверное, в присутствии зрителей. Внизу у меня некоторое количество японских молотков. Далеко не все они у меня используются в работе, но мне нравятся японские молотки. Просто считайте, что это коллекция.
Все они рабочие, всеми ими я хотя бы раз для чего-то пользовался. И потом вам покажу. Тут измерительный инструмент. Частично, он частично там в уголочке. Еще измерительный инструмент. Помещение тесноватенькое, потому что изначально это планировалось как зимний сад. Но как-то так постепенно, абсолютно случайно, поверьте мне, оно перешло в мою зимнюю мастерскую. Супруга была вынуждена согласиться. Она просто не любит спорить лишний раз. Вот там наверху надпись, вольный перевод, который обозначает безопасность прежде всего. Это я взял, уходя с работы в славной компании Nippon Steel в Южно-Сахалинске. Она у нас висела в офисе, но немножко, конечно, попачкалась. Там наверху лежат всевозможные японские плотницкие соединения, камацуги там, сумикири всевозможные, и рама от вот этого сёдзи. Так как я его делал для выставки, оно не имеет, так скажем, утилитарного назначения, я ее приспособил как дверцы для шкафа. А что там внутри этого шкафа, я вам сейчас покажу. А внутри этого шкафа расположены всевозможные рубанки размером от 3 сантиметров до полуметра. Все они разные, обо всех их я буду вам рассказывать. Надеюсь, кому-то это будет интересно. Ну, мне-то во всяком случае точно. Внизу рубанки, которые не поместили в шкаф, потому что это всевозможные варианты кикай, кана. Но они толстоватые, со всякими премудростями. Тоже они все разные, все имеют смысл. О каждом из них я вам расскажу и покажу обязательно. Вот здесь на стене мне подарили повязку на голову, традиционную японскую, которой столяра и плотники пользуются, с названиями всевозможных японских деревьев. Какую-то часть из них я знаю, но основная масса для меня незнакома. Потихонечку перевожу и читаю. Здесь также представлено у меня некоторое количество кэбики, включая сделанное мастером для себя, к сожалению, покойным, который мне очень нравится. Я люблю инструмент, которым уже люди работали. Если правильно люди им работали, он достаточно хорошего качества. Ну, вот так вот небольшая экскурсия по этой мастерской. То, что здесь так чисто, не обольщайтесь. Я же вам сказал, гости дорогие. Значит, я ждал гостей и поэтому частично прибрался. В реальности это выглядит значительно страшнее. Ну, в смысле, вы все, если кто-то работает с деревом, прекрасно знаете, как это выглядит в реальной жизни. Тут у меня всевозможные хранилища инструмента и материалов. Потом будет время, покажу подробнее. И залежи всего и вся. Это у меня южная сторона. Сделал специально поликарбоната окна, чтобы здесь мне было тепло и светло. Сахалин, у нас самое светлое время года – это зима. И это еще не все. Вот здесь у меня разложил на полу некоторое количество инструмента, которое по тем или иным причинам оказалось мне не востребованным. Либо потому что у меня уже такой есть, либо взял сначала тот, который был, а потом нашел получше. Всего его надо доводить до ума. Вот буду доводить до ума и потихонечку буду реализовывать страждущим. Доводка до ума подобного инструмента требует определенных навыков, а самое главное определенного времени. Так что смотрите, выбирайте, что-то может из них будет вашим. Но самое главное, я как бы не торговец инструментом,
Поэтому продать все быстро и счастливо не планирую. Ну, на этом закончим нашу, так скажем, вступительную часть экскурсии по моей мастерской. И что я буду вам показывать в дальнейшем. Надеюсь, я вас заинтересовал, вы будете появляться на канале. Для того, чтобы присутствовать на канале, ставить лайки и подписываться совсем не обязательно, хотя я не буду сильно возражать против этого. По новым правилам YouTube я еще не скоро смогу что-либо заработать, как бы мне этого не хотелось, от посещений, так что можно сказать, что я делаю это ради собственного удовольствия. Что в принципе так и есть. Потому что этот канал интересен в первую очередь мне, надеюсь, он чем-то будет интересен вам. Да и мне есть место, где поговорить, потому как, разговаривая целыми днями с инструментом, это может быть интересно. Инструмент умный, молчит, не спорит, но становится скучновато уже лет через 5-6. В общем, бывайте здоровы, живите богато. Счастливо!